Здорово, ребята! Сегодня я хочу вам рассказать и показать, какие я стратегии использую в скальпинге и вообще, что такое скальпинг. Всем приятного просмотра! Пока одни трейдеры ждут целыми неделями, чтобы заработать свои 5%, скальперы снимают сливки каждые 30 секунд. Сегодня хочу разобрать всю механику торговли на Binance, начиная от поиска монет до конкретных сетапов, которые дают результаты уже прямо сейчас. Если готовы превратить свой депозит в машину для печати денег, то досмотрите это видео до конца. Скальпинг — это не торговля, это охота на неэффективности рынка. Сделки живут от 10 секунд до 5 минут примерно. В среднем скальпер зарабатывает с одного входа в сделку примерно где-то 1%. Но таких сделок может быть от 1 до 100. Скальпинг подходит больше тем, кто готов сидеть у стаканов и быстро жать на кнопки. И это больше работа, а не хобби. Забудьте про анализ фундаментала и про долгосрочные тренды. Скальпер — это снайпер, который стреляет по микроцелям. Одним словом, скальпинг — это когда вы заходите на импульсе, хватаете движение и сразу выходите в кэш. И никаких держим до луны. Увидели читаемый профит 0.3, закрыли позицию и ищем следующую жертву. Это для тех, кто хочет зарабатывать каждый день, а не ждать месяцами. Кстати, хотел спросить у вас, на какой бирже вы сейчас скальпите? Или, может, пробовали скальпить, где-то словили слипаж и перестали? Пишите в комментах, разберемся. Почему биржи сливают депозит из-за своего плохого исполнения? В скальпинге не все так просто, как казалось бы, да? То есть быстрые деньги равно быстрые потери. Без понимания рынка, без понимания риск-менеджмента тут делать вообще нечего. Как и в любом деле, есть свои плюсы и минусы. Да, плюс в том, что не надо спать с открытыми позициями, быстрый оборот капитала, можно зарабатывать при любом рынке. Ну а к минусам можно отнести, что ты должен сидеть 6-8 часов у мониторов, очень большой бешеный стресс можно получать во время сделок. Комиссия съедает твой депозит, и одна эмоциональная ошибка может привести к сливу вообще полностью всего депозита, 10 твоим успешным сделок до. На YouTube я видел в основном, что все показывают свои плюсовые удачные сделки, но мало кто показывает, насколько тяжело совладать своими эмоциями во время череды неудачных сделок, после которых можно слить весь свой депозит за 1 час. Да, можно делать по 100 сделок в день и чувствовать себя волком с Уолл-стрит, но цена ошибки здесь космическая. Поддался эмоциям, начал передвигать свой стоп-лосс и отдал почти весь свой депозит, и вот привет, ликвидация. И поэтому, если у вас нервы не железные, то идите торговать свинг. Скорость исполнения заявок и глубина стакана для скальпера — это очень важно, это наше все. Поэтому в основном все скальперы выбирают биржу Binance, потому что там топовая ликвидность на таких монетах, как биткоин, эфир, BNB, минимальный слипаж даже на крупных объемах, куча альтов с хорошей волатильностью. Ну и исходя из этого всего, можно найти кучу неэффективности, которые отрабатывают скальперы. Если вы пытаетесь скальпить на бирже с тонкими стаканами, то вы познаете всю силу телепортации. Binance — это Формула-1 среди бирж. Стаканы глубокие, исполнение мгновенное, спред минимальный. Плюс куча пар для работы, начиная от флагманов, заканчивая шиткоинами. Дают примерно от 1 до 10% за короткий промежуток времени, но это просто для скальперов является раем. Забудьте про все эти индикаторы. В скальпинге правят стакан, лента и ордера. Еще немаловажно знать, что в этой монете как минимум за день прошло 50 миллионов оборотов. Монета должна быть волатильная, в ней должен быть участник. И только такая монета для скальпинга будет уже интересна. Пока все смотрят такие индикаторы, как RSI и MACD, скальпер читает все реальные потоки заявок в стакане. А индикаторы в скальпинге — это как GPS-пробки, показывают то, что уже случилось. Настоящая магия происходит в стакане. Видишь, как киты двигают стены или как алгоритмы поджимают цену. Научись читать ленту сделок, и рынок откроется тебе с другой стороны. Сейчас покажу, где смотреть, сколько наторгованного объема прошло на бирже Binance за 24 часа по всем монетам. Для этого в поисковой строке пишем все монеты Binance, выбираем цены на монеты и рыночная капитализация. Здесь выбираем фьючерсы, и вот в последнем столбце пишется 24-часовой объем. И здесь можно посмотреть. Нам важно, чтобы на монете было минимум 50 миллионов долларов оборота. Ну и вот эти монеты нам можно уже рассмотреть для торговли. Ну, желательно, конечно, от 100. У каждого скальпера должно быть 3-4 сетапа, которые он знает как очень наш, на которых он хорошо зарабатывает. Это такие сетапы, как проливы, ножи, заточки и пробои. Вообще сетапы — это наш хлеб, это то, в чем мы хорошо должны разбираться. И там мы знаем все основания для входа и для выхода. Сейчас я подробно вам расскажу и покажу про каждый из этих сетапов. Пролив — это резкое падение цены за короткий промежуток времени. В основном падает биткоин, и вся альта за ним также начинает падать. Вот у меня все монеты, которые были открыты на экране, начинают падать. Обратите внимание на монету BOM, которую я буду отрабатывать. То есть я буду искать разворотную точку. Мы видим то, что цена ускоряется, да, разрывы в ленте происходят, и
в моменте начинается вот сейчас затуп, то есть цена перестает дальше идти вниз. Я принимаю решение зайти в позицию, захожу в позицию, ну и тем самым уже рисую зеленку, зашел, получается, на 12 тысяч долларов, здесь тяну уже 1,5%, то есть буду тянуть до своих определенных целей. По этой монете примерно половина слива монеты, то есть насколько она упала, да, то есть половину этого падения я буду тянуть. Пробой уровня — это сетап, который формируется на монетах, когда цена несколько раз подходит к одной и той же точке. То есть смотрите на монету Core. Мы видим здесь то, что есть уровень, вот этот уровень, который сформировался двумя подходами к одной и той же точке. И мы видим то, что есть еще и третий подход. Вот он, третий подход. И я принимаю здесь решение, что цена пробьет этот уровень, и мы пойдем вниз. Здесь я еще заранее вот тут набрался, да, там частью в своей позиции. Вот, и здесь еще отложки выставлял, пробой уровня. Здесь есть стопы участников, которые хотят, чтобы цена пошла в противоположную сторону, то есть в лонг. И на этих стопах мы, скорее всего, полетим вниз. Ну, по крайней мере, так я предполагаю. Давайте посмотрим, как это все произошло на видео. То есть вот у меня забирают отложку, некий такой импульс, но не сразу начинает пробой идти. Вот я тут сижу в зеленке, и в моменте начинается резкий импульс. Тут у меня, да, забирают лимитки, и здесь я уже часть оставшуюся закрываю руками. Нож — это резкое импульсное движение цены в лонг. Цель наша тут найти разворотную финальную точку в шорты. То есть обратите внимание на монету Core. Мы видим то, что происходит резкие импульсные движения. Вот первая моя точка входа, вот, получается, от плотности, которая находится на котировке 3. Вот я туда кликаю, думаю, что это уже разворотная точка, да. В итоге мы разъедаем эту плотность на споте, и цена дальше продолжает расти. Здесь я вижу резкий импульс и разрыв, где принимаю решение зайти в позицию. То есть у меня сразу вот тут, значит, тянется 3,5%, да, и я здесь сразу выхожу полностью с позиции. Заточка — это резкое импульсное движение цены в лонг либо в шорт. От ножей отличается тем, что тут небольшой процент вылета, вот как на монете Core, да. Импульс пошел, здесь произошла остановка, я принял решение кликнуть в обратную сторону. В итоге цена разворачивается, да, и здесь по-хорошему надо было бы вот сейчас уже крыться. Я решил посидеть, посмотреть, что будет. Ну и в итоге цена ниже не провалилась, да, и я здесь принял решение выйти с позиции. Очень важно понимать, что каждый из этих сетапов требует очень много насмотренности и опыта. Стоит торговать на небольшие суммы для того, чтобы для начала научиться, чтобы у вас статистика была уже плюсовая по вот этим данным сетапам. Без стопов и без понимания точек входа, точек выхода в позиции скальпинг очень быстро превращается в русскую рулетку, ну либо в казино. Очень важно понимать, что в каждой из этих стратегий вы должны прописать для себя торговую систему, сколько у вас take profit и стоп-лосс. Очень важно также знать, сколько вы должны отдать за день, к примеру, убытка, чтобы прекратить вообще торговать, там, и сделать какой-то перерыв. Поэтому очень важно соблюдать дисциплину, ведь именно дисциплинированные скальперы, да, они зарабатывают, потому что придерживаются своей торговой системы. И очень важное правило: если ты не знаешь, сколько у тебя будет стоп и вообще будет ли он у тебя, лучше вообще не заходить ни в какую сделку. Цель скальпера, как многие очень думают, новички, в том, что прийти с одной сделки, сделать миллион, стать миллионером и перестать торговать. На самом деле скальпинг — это полноценная работа, на которой мы учимся, развиваемся. И вот те, кто познают всю суть скальпинга, да, как это все работает, смогут в будущем обеспечить себе очень даже и хорошую жизнь. На рынке 5% трейдеров зарабатывают, либо торгуют около нуля, остальные 95% сливают свой депозит. Это все связано с эмоциональным состоянием, насколько человек контролирует свои эмоции во время сделок. Представьте, что вы знаете все сетапы мира, и у вас очень хорошая реакция, но все равно не получается заработать из-за того, что, к примеру, очень сильно эмоции влияют на вашу торговлю, и это надо как-то пресекать. А как это пресечь? У вас должна быть прописана торговая система, и вы должны строго ее соблюдать. К примеру, после 5 неудачных сделок лучше не отбивать, как это делают как раз таки 95% трейдеров и отдают еще в 3-4 раза больше, а пойти отдохнуть, отвлечься и прийти уже с новыми силами, осознать, что произошло, и начать заново торговать. Это вся суть скальпинга в одном видео, от теории до практических сетапов, которые работают на Binance прямо сейчас. Скальпинг не для всех, но если вы готовы к жесткой дисциплине и быстрым решениям, это может стать вашей золотой жилой. Если вы хотите разборы реальных сделок и живой торговли, подписывайтесь на канал, впереди много практики. Спасибо за просмотр, поставь лайк, подпишись на канал, прожми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все актуальные ссылки также будут в описании под видео, и до новых встреч!